Анна сказал, и иудеи стали выходить со своими большими корзинами и лопатами. А когда они увидели пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они сказали: «Мухаммад, клянемся Аллахом, это Мухаммад». Хадис под номером 601. Сообщается, что Абдуллах ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Однажды уже в конце своей жизни пророк, да благословит его Аллах и приветствует, совершил с нами вечернюю молитву. И когда он произнес в конце ее слова таслима, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, поднялся и сказал: «Понимаете ли вы, что это за ночь? Поистине, через 100 лет после этой ночи не останется на земле ни одного из живущих на ней сегодня». Глава. Ведение беседы вечером с гостями и членами семьи. Хадис под номером 602. Сообщается, что Абдуррахман ибн Абу Бакр, да будет доволен Аллах ими обоими, сказал: «Жившие под навесом, так называли бедных сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которые не имели ни средств, ни родственников в Медине и жили под навесом мечети, были бедными людьми. И однажды пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «У кого есть еда для двоих, пусть возьмет с собой третьего, а у кого есть еда для четверых, пусть возьмет с собой пятого или шестого». И Абу Бакр привел домой троих, а сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, увел с собой 10 человек. Абдуррахман сказал: «Дома вместе со мной находились мой отец и моя мать. Что касается Абу Бакра, то он ушел, поужинал у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и остался там, на вечернюю молитву. Потом задержался еще на некоторое время, пока не поужинал и пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и вернулся домой лишь после того, как прошла уже часть ночи. Его жена спросила его: «Что помешало тебе прийти к твоим гостям?» Он спросил: «А разве ты не накормила их ужином?» Она сказала: «Они отказались есть, пока ты не придешь». Им подали еду, но они отказались. Абдуррахман сказал: «Тогда я убежал и спрятался». А Абу Бакр закричал: «О невежда!» и принялся ругать меня. А после того, как ужин был накрыт снова, сказал членам своей семьи: «Ешьте, да не принесет это вам блага, а я, клянусь Аллахом, ни за что не стану есть этого». Абдуррахман сказал: «И клянусь Аллахом, стоило нам взять кусок, как снизу появлялось еще больше еды. И это продолжалось, пока все не насытились, а еды оказалось больше, чем было раньше». Посмотрев на блюдо, Абу Бакр увидел, что все осталось нетронутым, или еды даже прибавилось, и спросил свою жену: «О, сестра Бану Фирас, что же это?» Она воскликнула: «Какая радость! Сейчас еды втрое больше, чем было». Тогда Абу Бакр отведал немного этой еды и сказал: «Поистине, это дело шайтана. Имей в виду свою клятву не прикасаться к ней». Потом съел кусок, а потом отнес оставшийся к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и эта еда осталась у него. А до этого мы заключили договор с людьми из одного племени. Когда же срок его истек, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, назначил 12 человек, под началом каждого из которых находились известны Аллаху количество людей. И все они поели этой еды.
Или же он сказал нечто подобное. Книга 11. Книга призыва на молитву. Глава. Начало азана. И слава великого и всемогущего Аллаха. Когда вы призываете на молитву, они насмехаются над ним и считают его развлечением. Это потому, что они являются неразумными людьми. Коран. Сура Аль-Майда. Аят 58. А также его слова, когда призывают на молитву в пятничный день. Коран. Сура Аль-Джума. Аят 9. Хадис под номером 603. Сообщается, что Анас сказал: люди упомянули об огне и колоколе, иудеях и христианах, и было велено Билялу повторять слова азана четное число раз, а икамы нечетные витр. Хадис под номером 604. Передается слов Нафии о том, что Ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, говорил: в первое время после переселения в Медину мусульмане, собиравшиеся на молитву, старались определить, когда им начинать ее, так как никто к ней не призывал. Однажды они стали обсуждать этот вопрос, и некоторые сказали: заведите себе такой же колокол, как и у христиан. Другие сказали: нет, лучше трубу, наподобие рога иудеев. Что же касается Умара, то он сказал: а не поручить ли вам какому-нибудь человеку призывать других к молитве? И тогда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, велел: «О Билял, встань и призови людей к молитве». Глава. Двукратное произнесение слов азана. Хадис под номером 605. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: Билялу было велено повторять слова азана, четное число раз, а слова икамы – нечетное. Хадис под номером 606. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: когда количество людей увеличилось, они стали обсуждать, что им следует делать, чтобы узнавать о наступлении времени молитвы. Некоторые предложили разжигать огонь или бить в колокол, и тогда Билялу было велено повторять слова азана четное число раз, а слова икамы нечетные. Глава. Слова икамы произносятся по одному разу, кроме слов «Кад камет иссаля». Молитва началась. Хадис под номером 607. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: Билялу было велено повторять слова азана четное число раз, а слова икамы нечетные. Исмаиль ибн Ибрахим сказал: я рассказал об этом хадисе Айюбу, и он сказал: кроме икамы. Глава. Достоинство азана. Хадис под номером 608. Передается слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: когда произносится призыв к молитве, шайтан отступает, шумом испуская ветры, чтобы не слышать этого призыва. А когда призыв завершается, он снова подступает. И он отступает во время икамы. А когда объявление о начале молитвы завершается, он снова подступает, чтобы встать между человеком и сердцем его и внушать ему: вспомни о том-то и том-то, о чем тот и не помышлял до молитвы. И он делает это для того, чтобы человек оставался в подобном положении, не ведая, сколько ракатов молитвы
он совершил. Глава. Повышение голоса при возвещении азана. Умар ибн Абдуль-Азиз сказал: «Возвещай азан легко, без напряжения, или же отойди от нас». Хадис под номером 609. Абдуррахман ибн Абдуллах ибн Абдуррахман ибн Абу Сааса аль-Ансари аль-Мазини передал о том, что его отец сообщил ему, что Абу Саид аль-Худри, да будет доволен им Аллах, сказал ему: «Поистине, я вижу, что ты любишь овец и пустыню, и когда будешь ты со своими овцами или в своей пустыне и станешь произносить призыв к молитве, повышай свой голос при его возвещении, ибо, поистине, кто бы ни услышал голос муадзина, будь то джин, человек или любое иное создание, они обязательно будут свидетельствовать об этом в день воскрешения». Абу Саид сказал: «Я слышал это от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует». Глава. Азан предотвращает кровопролитие. Хадис под номером 610. Сообщается, что Анас, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда пророк, да благословит его Аллах и приветствует, отправлялся с нами в военный поход против людей из какого-нибудь племени, он не нападал на них до утра, а ждал, и если слышал азан, не трогал этих людей, а если не слышал его, то атаковал их». Анас сказал: «И когда мы выступили в сторону Хайбара, мы добрались до его жителей ночью. Когда наступило утро, не услышав азан, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сел верхом, а я сел в седло позади Абу Тальхи, и при этом моя нога касалась ноги пророка, да благословит его Аллах и приветствует». Анас сказал: «И иудеи стали выходить со своими большими корзинами и лопатами, а когда они увидели пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они сказали: Мухаммад, клянемся Аллахом, это Мухаммад со своей пятеркой». Тут имеется в виду, что военные отряды мусульман состояли из 5 частей: правого и левого крыла, авангарда, арьергарда и центра. Анас сказал: «И когда посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, увидел их, он сказал: Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, Хайбар разрушен». Поистине, когда мы появляемся у селений людей, враждующих с нами, плохим становится утро для тех, кого предупреждали.